Всем привет, меня зовут Женя, я зависимый. Мне 39 лет исполнилось. В реабилитационный центр я попал 10 ноября прошлого года. На сегодняшний день это уже идет 13-й месяц. Употреблял я с 19 лет тяжелые психоактивные вещества, такие как опий, амфетамины, крокодил, естественно, в последнее время, аптечные, которые готовили на каких-то варочных, подпольных. И все закончилось китайскими быстрыми, которые вообще окончательно свели меня с ума. В принципе, из-за которых я обратился за помощью к своим родителям, то есть маме, которая мне много раз уже помогала, когда я верил в то, что я могу завязать с наркотиками сам, и поддерживала меня в этих моих стремлениях. Это были такие истории, как убегание от органов, она меня прятала в деревне, она мне помогала найти работу в другом городе. Да, тяжелые психоактивные вещества я попробовал в 19 лет, но спиртное и курительные, такие как анаша, я вообще в принципе не считал это за проблему никогда. То есть водка и марихуана, для меня это было в порядке вещей. Я даже в те моменты, когда не употреблял тяжелые вещества, то есть не кололся, да, я употреблял, курил и пил и думал, что это нормально. Когда это происходило, я себя чувствовал хорошо, потому что в моменте употребления у меня наступало какое-то облегчение от моего текущего состояния, Текущее состояние для меня было всегда какое-то беспокойство, тревога, напряжение, неудовлетворенность собой, претензии, внутренние конфликты. И повод для этого особого не нужно было искать, просто потому что почему-то, я даже не мог себе это объяснить, почему. У меня находилось виноватых целая куча, все вокруг меня, и погода в том числе, были все виноваты моего состояния. Я никогда не подозревал, даже не задумывался о том, что это изнутри у меня идет история. Это тоже мне объяснили уже в центре, что это действительно заболевание. Я раньше всегда думал, что это просто вредная привычка, просто я вырос в неблагополучном районе. Я в Ростове-на-Дону живу, поселок Чкаловский, и у нас гетто города там считается такое, что много маленьких компашек, подросших в какие-то образования группировок, и все пытались друг у друга что-то отжать, что-то делили. И, конечно, досугом времяпрепровождения у нас было употребление чего-либо. Водку я попробовал в такой компании, где были взрослые ребята, я там был самый маленький, мне тогда было 14 лет, и я учился в школе, я попробовал водку. Да, я параллельно занимался в спортивной секции, и у меня товарищ мой меня пригласил, говорит, давай, говорит, надо, знакомиться с районом, с ребятами, говорит, давай, говорит, тут у нас есть тут компания, я, говорит, был у них, они там все веселые, в общем, в таком духе. Мне стало интересно, то есть, чего-то не хватало внутри постоянно. И страшно интересно, есть такое состояние, что страшно интересно. И все, это, он говорит, пошли. Мы шли, я как сейчас помню это время, когда мы идем туда, через рынок, этот Днепровский, тогда продавали эту самопальную водку, в этих чебурашках, бутылки такие пивные, только прозрачные. И эту бутылку водки мы купили за 25 рублей, как сейчас помню. Пришли с этой бутылкой водки туда. И эти пластиковые стаканы, коричневые, такие кофейные, одноразовые, сколько там, грамм 120, наверное, было в нем. Они сидят, 5 человек, это подъездная романтика, гитара, лавочка в подъезде. Я так еще удивился, круто так было, нифига себе, пацаны под гитару сидят в падике. И они говорят, давай, говорит, что, взрывай. Как взрывать, что взрывай. То есть они мне дали этот стакан, я достал эту бутылку за знакомство, что как там. Они мне налили этот полный стакан этой водки. И я прям так, мне страшно было, у меня аж руки трусились.
Вот. Но когда я его выпил, то ли от страха, то ли ну, от чего-то, у меня вся эта пелена, ну как эти, ну, вот всплеск этих чувств замились другим всплеском каких-то других чувств. Ну, чувство признания такого, чувство ну, как-то превосходства над этой ситуацией, то, что я там преодолел свои страхи. Вот, и, в общем, как меня все так поддержали, поблагодарили, я не знаю, как будто я какую-то олимпиаду там выиграл. Ну, вот такое состояние просто эйфоричное было. И все, и плюс еще вот это вот спирты, эти, когда они начали, ну, как стрелять в голову, я подумал, что, бля, вообще классно. И следующее, что я сказал, это еще. Да, налейте еще. И вот с того вечера понеслась вот эта вот пьянка, то есть и я тогда понял то, что я ни хреново еще и пить могу, то есть ну, все уже в тряпках валяются, а я еще там могу прибухнуть и пританцевать там, чуть ли там, ну, с новыми уже там выпивающими. И меня даже уважали даже за это, мне так интересно было и важно то, что я могу бухать больше, чем все остальные. Ну, в итоге все равно это заканчивалось тем, что я тоже, ну, падал в ту же кучу, под те же диваны, просыпался там в тех же лужах блевотины, но почему-то все это меня не отстраняло от этого мероприятия. Это как-то... Сегодня я могу назвать это безумием, но тогда мне это казалось как-то прикольно. Вот, и... Ну, не всегда, конечно, так было, то, что мы там начинали бухать и валялись сразу, все, я начал бухать, проснулся уже в луже блевотины своей. Как-то я помню то, что из пункта А в пункт Б был тоже веселый, радостный путь, но заканчивалось, как правило, так. Вот. А психоактивные вещества тяжелые я попробовал в результате, как мне казалось, какой-то такой психологической травмы тяжелой из-за расставания со своей девушкой. У меня 9 месяцев был срок такой болезненный, когда вот я занимался, в принципе, тем, чем я занимался все время, там бухал и курил. Вот. И всем рассказывал, что вот она негодяйка, она мне изменила с каким-то нехорошим мальчиком, вот, которого я еще и выбросил в окошко за это. Ну, слава богу, мальчик живой, потому что мама ее поймала его за штанину и вернула мне здравомыслие в тот момент, что мы вытащили его, висящего из окна 6-го этажа, и он не полетел дальше, я не сел в тюрьму. Ну, на этом отношения прекратились. Ну, почему-то я себе объяснил то, что, ну как, у меня обида такая очень сильная, претензия к жизни, к этим людям и вообще. И я употребил тяжелое вещество, опий. Ну, тогда это назывался симплекс. Это там что-то, как мне рассказали, опий настойный на спирту, применяемый в какой-то фармацевтическом направлении где-то у животных. Ну, это, в принципе, это было не важно, где он применялся. Главное, что он меня раскумарил так, что я понял, что вообще, короче, это не водка, это не трава, и вообще это не девчонки, и вообще это круто. Ну, это было новое открытие для меня, это было новое мое, которое решило все мои эмоциональные трудности на тот момент. И я начал употреблять, ну, активно вот это вещество, это вот этот чеки, мы покупали их у цыганей. Ну и как бы с этого уже началась моя такая прям четкая дорога в ад, можно сказать. То, что я шел по ней такими прям уверенными шагами, без страха, но с ужасной болью потом уже. Вот. Потом были быстрые вещества, то есть на этом промежутке жизни там от 19 вот, до 28, до 38 лет я перепробовал ряд веществ. У меня было много ремиссий, как я уже говорил, когда я старался бросить, прекратить, перекумарить. Я обращался за помощью к своей маме, потому что папа от нас ушел. Когда меня в очередной раз закрыли под замок товарищи в погонах там, за разбойное нападение, он сказал, что все, сына у меня нет.
он безнадежен, мама с ним из-за этого закусилась, в общем, они разошлись. Я долго тоже переживал этот момент, то, что мама потеряла папу, у меня еще и брат и сестра, когда вы меня выпустили, но все равно я не сделал должных выводов, что все-таки причина во мне. Я сказал, что это папа негодяй, ну и в принципе пошел дальше успешно употреблять. Вследствие опять каких-то непонятных причин. Вот. Главное в том, что я верил очень долго, что наркотики мне помогают жить. Но я не хотел мириться с теми последствиями, которые я нес. Я долго не соглашался в том, что это моя вина этих последствий. Я их не видел. Я жил в иллюзии, то, что я бухаю, и значит у меня все нормально, то есть я не употребляю тяжелые психоактивные вещества. Вот, я учусь, я работаю, у меня еще есть жена и дочь, как ни странно. Я даже сам не понимаю, как это получилось, но это, как сегодня я уже понимаю, это забота Бога обо мне. И, в общем, я бухал, и у меня опять вот эти претензии к жизни заполонили уже мою душу, как в очередной раз, уже много раз. И мне уже не хотелось как-то особо прилагать усилий, потому что претензии к жизни были велики, а отдача, как я считал, была ничтожна. У меня была маленькая зарплата, у меня были трудности во взаимоотношениях с начальством. Я считал, что меня не понимают и недооценивают. Вот. И появился у нас новый водитель, с которым меня отправили, то есть в командировку, там закончить нашу работу. И когда мы ехали, я пил, жаловался на жизнь, он говорит: слушай, говорит, ты, говорит, весь такой, деловой и умный, говорит, если тебя не бухать, ты вообще будешь золото, парень. Вот. Поэтому, говорит, есть такая тема, типа соль, вот, попробуй, и, от тебя еще и перегаром вонять не будет, а базарить ты будешь еще прикольней. В общем, мне показалась эта история заманчивой, и я ее попробовал. Я очень долго ее нюхал с ним, и все у меня было прекрасно. Объем работы я вообще выполнял шикарно. Я с начальством договорился, чтобы он перевел меня на сделку, потому что я перевелся с оклада, и я под влиянием этого наркотика делал очень большой объем работы. То есть я не спал, я на работе практически жил, и мне хорошо получалось зарабатывать деньги. Но в итоге, когда у меня доза увеличилась, и меня начали посещать уже какие-то шизы, естественно, коэффициент полезного действия от моей работы начал падать, и претензии начало опять расти больше. Вообще, все к тем же причинам, к жизни, к начальству, к барыгам, то, что соль не такая, то, что погода плохая, то, что начальник урод, в общем, как обычно все. В итоге я потерял работу и начал колоться ее. Начал колоться, потому что претензия росла, а доза не падала. Вот. Начал колоться, потому что дома разногласия тоже, у меня там недопонимания. Какие недопонимания, это вообще мягко сказано. Я ненавидел, в принципе, всех за то, что меня не понимали. И все мне говорили, что причина во мне. Но я же наркоман, я не хотел с этим мириться. И я говорил что нет, это вы все нехорошие, а я страдаю за вас. И как-то меня мысли начали посещать о том, что я понимаю, что я делаю, я понимаю то, что я делаю не то, я понимаю то, что, я что-то реально гоню, и я понимаю то, что я ничего с этим сделать не могу. Я бухал, опять мутил эту соль, потому что она недоступна, она везде валяется, то есть взять ее вообще не проблема, были бы деньги. То есть у меня были какие-то мои совпотребы, которые постоянно просили меня повзаимодействовать с ними. Я уже ушел в изоляцию в таком плане, что я употреблял дома, закрывался в спальне от жены с дочерью, сходил с ума потихоньку, меня отпускало, и я потом снова опять употреблял.
В общем, какой-то замкнутый круг. В один прекрасный день я так употреблялся, что довел себя, в принципе, ну, мысли меня завели в какое-то отчаяние такое, то, что ну, все пропало. И мне захотелось как-то, руководствуясь претензиями от мамы, там, от жены, дочь мне говорит: папа, что ты делаешь? Ну, ты какой-то стал не такой. Жена со мной уже вообще целый год не разговаривала, просто боялась и пряталась. Ну, у меня, в принципе, дома боялись мои родственники уже домой просто возвращаться. Несмотря на то, что я закрывался сам от них в спальне, они от меня закрывались в другой спальне. И вот так вот мы друг от друга закрывались. В общем, я в голове себе разогнал такую историю, что ну, мне пора бы как-то... Так как я сам не могу с этим справиться, я вот, ну, пытаюсь там бросить, я пытаюсь... Я ругаюсь со своими совпотребами, я, ну как там, на день, на два, на три, там, да, прекращаю употребление, там даже до недели там доходило. Ну, я начинаю общаться там тоже, ну, как-то быть полезным дома. Ну, случается что-то, я даже работу нашел, там, на стоянке работал. Вот, ну, случалось что-то там, какой-то там банальный вопрос там, или какая-то претензия там от жены там, или от мамы, или еще. Ну, в общем, не важно, что это было. Я опять мирился со своими совпотребами, опять мутил эту соляку. Вот, я, короче, бухал, кололся, и в итоге я довел себя до суицидальных вот этих вот помыслов, размышлений. Помните, наркозависимость не приговор. Подписывайтесь на наш канал, и мы найдем выход вместе. Нам не все равно.